Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Это такой трогательный и недооцененный момент, как они нежно улыбались друг другу, и Чангук не упустил момент подарить Тэхёну поцелуй. Девятое место. Очень ласковый Тэхён и принимающий это Чангук. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Рождественский анализ. Что скрывалось за фразой Тэхёна «Я живу один?» Вся правда о подарках и приватности Вигу». Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Это был их язык. Седьмое место. Я обожаю эту мили маленькую привычку Тэхёна — смотреть с обожанием на Чангука и подкладывать руку под щеку. Шестое место. Поведение пары. Его любимые щечки. Любовь так и витает вокруг них. Пятое место. Эти Тэйкук выглядели как самая настоящая парочка, они и есть. Четвертое место. Забота. Тэхён не любит острую еду. Чангук, зная это, всегда подаст водички запить, съест это за него, уберет подальше, поменяется с ним своим обедом, приготовит менее острое блюдо, предупредит его заранее при каждом случае и даст другим понять об этом. Почему мы должны понижать свои стандарты в отношении парней, когда Чангук все время их повышает в отношении своего Тэхёна?
Третье место. Новости. В выражении type этот иероглиф означает противоположный тому, что правильно или уместно. Обычно используется как отрицательный или контрастный префикс, указывающий на то, что что-то не является нормальным, неправильным или неофициальным и сильнее, чем не. Если твой биас Тэхён, ты готов ко всему. Японский Harper's Bazaar опубликовал специальную статью о 45 лучших модных моментах Тэхёна. 45 моментов, доказывающих, что Тэхён – стильный босс. Подборка образов с популярными брендами, такими как Celine. 30 декабря – день рождения суперзвезды Тэхёна, родившегося в 1995 году. 30 декабря 2025 года Тэхёну исполнится 30 лет. Он не только покоряет мир своей привлекательной внешностью, но и обладает фантастическим чувством стиля, демонстрируя популярные бренды, такие как Celine, в своем уникальном стиле. Мы представляем вам полную историю модных решений Тэхёна, доказывающих, что он настоящий лидер моды. Обновление Instagram Эль Кориа. Мы встретились с Чангуком в отреставрированном люксе Коко Шанель, созданном в честь вневременного вкуса Габриэль Шанель и наследия дома. Это было то самое место, где Габриэль Шанель жила более 30 лет. Вдыхая ароматы парфюмов Шанель, он воплотил утонченный и чарующий образ. Заценил диву. Улыбка все та же сквозь года. Поднимаем градус с этим красавчиком. Проект ко дню рождения Тэхёна в одном из торговых центров Китая. Зона получилась удивительно теплой и милой. Большой и плюшевый мишка, картонные фигурки взрослого и маленького Тэхёна. А над головой настоящая зимняя сказка. С потолка медленно сыплются блестки и крошечные детали, словно фиолетовый снег, создавая ощущение волшебства, в котором хочется задержаться подольше и просто молчать, улыбаясь. И по-другому для Тэхёна, наверное, и быть не может. Своим существованием он превращает нашу реальность в сказку и оставляет в ней свет, тепло и ощущение чуда. Умеет удивлять.
Эфир Тэхёна, привет. Я посмотрел разные фильмы, и сегодня даже ненадолго заехал в компанию. А еще перед офисом видел автобус с поздравлением ко дню рождения. В общем, походил туда-сюда, посмотрел всякое, потом пришел домой, поспал днем, принял ванну. И мне стало скучно, поэтому включил эфир. Мне вообще-то уже пора поесть. Поесть надо, правда. Подождите секундочку, я телевизор включу. Просто сейчас я не могу показать свое лицо. Если я его покажу, мне кажется, я вообще перестану нормально разговаривать. И еще я не брился с Рождества, так что щетина уже немного отросла. Вот поэтому и не показываю. Но я в одежде, если что, да. У меня скоро день рождения. Я думаю, делать ли трансляцию на день рождения или нет. Просто формат с надписью Happy Birthday за спиной. Это как-то не совсем про меня. Поэтому думаю либо провести эфир из дома и просто пообщаться с Арми, либо куда-нибудь выбраться и сделать это где-то вне дома. И да, нужно будет выпить суп из ваками. Я обязательно его съем. Вы хотите хоть чуть-чуть увидеть лицо? Тогда вам станет лучше на душе. Мое желание в этом году? Ну, я и сам сейчас не знаю, как именно выгляжу. А вы? А что вы делали? Как вы провели Рождество? Ох, ну вот опять. Но если честно, вы же знаете, я очень люблю бороду. Фанаты это знают. Но мне было немного грустно, и я даже разочаровался немного, потому что борода оказалась совсем не такой, как я себе представлял. Смотрите на меня вот так. Привет. Привет. Вот в таком виде я еще могу показаться, потому что бороды нет. Но стоит показать хоть чуть-чуть. Вот. Камера выключается. Эх, почему у меня она так плохо растет? Иногда думаю, может вообще сделать лазерную эпиляцию. Сейчас же есть такие процедуры, вообще все убирают. У меня знакомые делали, но говорят, что это адски больно. Настолько больно, что я так и не решился. И это ведь не один раз нужно сделать, а целых 7 где-то. 7 раз такую боль терпеть? Мне точно не под силу. Но при этом, я ведь вроде люблю свою бороду. Люблю ли? Подождите минутку. В общем, я голоден, и мне кажется, что надо что-нибудь поесть. Мы с друзьями сегодня хотели встретиться и вкусно поужинать. Но я проснулся после дневного сна, а мне сказали, что еды уже нет. Ну и все, я никуда не пошел. Помните, я заходил в старое фан-кафе BTS? И там были фанаты, которые начали нас любить еще в 12 лет, когда были школьниками, а сейчас им уже 24, они работают. Это было так странно и удивительно. Я вдруг понял, насколько много всего мы пережили и сколько времени прошло. Мы вспоминали эпоху Хих, то настроение, те эмоции. Было так весело, мило и тепло. Если буду свободен, приду завтра. Если послезавтра, то послезавтра. Но вы должны играть со мной, когда у меня есть время, хорошо? Поняли? Я правда очень-очень хотел с вами увидеться. Хотя, мы ведь еще не виделись. Я хочу встретиться. Скорее, 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 хочу делать много всего веселого вместе. Пока. Персональный мейк-дроп от Ким Тэхёна. Тэхён ностальгирует в фан-кафе на дом Хваран. Не можем не напомнить про период Хваран в жизни Тэхёна. В 2016 году Тэхён дебютировал как актер в дораме Хваран, исполнив роль Хансона. Прошло 9 лет с момента выхода проекта, который стал важным моментом в его творческом пути, будучи самым младшим в актерском составе. Тэхён было непросто, но он быстро учился и уверенно адаптировался к съемочному процессу. Коллеги по площадке отмечали его трудолюбие, природный талант и искренность в работе. Актеры и команда говорили о нем как о человеке с сильной волей, яркой харизмой и редким сочетанием невинности и внутреннего света.
качествах, которые идеально подошли образу Хан Сона. Многие признавались, что эта роль будто была создана специально для него. Тэхён не скрывал, что съемки давались ему эмоционально тяжело. Это был его первый актерский опыт. Тем сильнее прозвучала трагическая сцена смерти, в которой он в полной мере раскрыл свои актерские способности. За эту работу он получил награду за лучшую мужскую актерскую роль среди айдолов, отметив, что надеется передать зрителям всю искренность, вложенную в образ. Помимо актерской работы, Тэхён принял участие в создании саундтрека к дораме, пригласив Джина исполнить дуэт. Ост был номинирован на Melon Music Awards. История Тэхёна в Хваране – это начало его пути как актера, наполненное искренностью, ростом и настоящей отдачей роли. Несмотря на долгие годы совместной жизни, Тэйкук все еще влюблены и не устают восхищаться друг другом. Столько любви и нежности в их взглядах и действиях. Наш самый сексуальный и горячий мужчина с щетиной. Что бы он ни говорил о том, что стал взрослым и что он не малыш, знайте, он вам нагло врет. Немного вас разочарую. Многие думали, что фото для кавера Чонгук сделал с крыши своего дома. Но это не так, приглядитесь. На фото Чонгука на крыше телевышка находится за башней Намсан, правее и как бы за ней. А на ночном фото телевышка слева и впереди башни Намсан. Так что это совсем другой ракурс. Получается, что дом Чонгука находится с другой стороны горы по отношению к фото для кавера. Шикарный эдит с Чонгуком. Письмо редактора к статье с Тэхёном в февральском Vogue Japan 2026 года. В настоящее время индустрия моды переживает беспрецедентную волну перемен. Многие модные дома сменили креативных директоров, более 15 дизайнеров представили свои дебютные коллекции «Весна-лето 2026». Ключевое слово «открытие новой главы» глубоко отзывается и в личности звезды февральского номера. В 2025 году Тэхён завершил военную службу и начал новую главу своей жизни. На фотосессии в Париже, посвященной миру фильмов 90-х, его сила отчетливо видна в объективе.
Тэхён, одетый в Селин, излучает потрясающую ауру. Перед возвращением с группой в первой половине 2026 года, в такие насыщенные дни, Тэхён принял участие в модной фотосессии, которая, по его словам, ему очень понравилась. В детстве мне нравилось листать журналы, поэтому я думал, когда вырасту, хочу делать подобные фотографии. Поэтому сейчас, когда я могу участвовать в съемках, мне это доставляет удовольствие. После этих слов профиль Тэхёна сиял блеском момента, когда стремление и реальность сливаются воедино. Вспоминаю этого парня, который немедленно забронировал 9-часовой рейс на Гавайи, как только услышал, что по нему скучают. Ну мы то знаем, кто по ему скучал. С возрастом вокал Чонгука стал еще более мягким и гладким, сочетаясь с легкими и неожиданно лаконичными мелодиями. Так же, как Seven тонко предвосхитила эти изменения, альбом Golden еще больше расширяет его музыкальные границы. Для Чонгука, которого давно называют «золотым Макне», стремление к максимальному совершенству всегда оставалось его неизменной целью. И даже несмотря на впечатляющий успех Golden, он честно признает, что ему все еще есть куда расти. Он сказал: «Даже сейчас, после выхода Golden, я по-прежнему вижу немало моментов, которые можно было сделать лучше и в вокале, и в сценических выступлениях. Но именно это ощущение и дает мне решимость продолжать выкладываться по максимуму, оттачивать себя и в будущем представлять еще более качественную работу. Сейчас я нахожусь в точке, где могу объективно посмотреть на себя и понять, готов ли я сделать большой шаг к следующему этапу. Я не хочу повторять прошлые выступления или музыкальные стили. Я хочу быть достаточно смелым, чтобы пробовать новое и ради прорыва как артиста, и чтобы показать всем другую сторону себя». Мы будем шиперить Чонгука с занавеской? Чонгук, мы ревнуем. Его взгляд. Столько ненависти к стулу у меня еще не было, как в тот день. Тэхён ответил на вопрос, является ли он сильным человеком, и обсудил дружбу со своими любимыми участниками группы. В этом выпуске Тэхён обсуждает свою дружбу с коллегами по группе, а также делится своими мыслями о собственном характере. Демонстрируя свою любовь к любимым участникам группы, Тэхён сказал, что, по его мнению, везде будет весело, если он будет со своей командой. «Я бы, наверное, сказал, я хочу вернуться сюда снова, куда бы мы ни поехали.
сказал он японскому изданию, согласно английскому переводу Google. За исключением, конечно, поездок в компанию по работе. Что касается его самооценки, Тэхён признал: «Я пока не могу сказать, что я сильный человек. Однако я хочу быть сильным человеком, который никогда не сдастся, чтобы оправдать ожидания людей, которых я люблю», добавил южнокорейский исполнитель. «Но я чувствую себя здоровым человеком, как в психическом, так и в физическом плане». Это откровенное интервью вышло в волнующий для Ви момент, когда он демобилизовался из южнокорейской армии в июне. Весной 2026 года он планирует вернуться на сцену вместе с остальными участниками группы, которые готовят для фанатов новый альбом и мировое турне после выхода последнего полноформатного альбома B, возглавившего чарт Billboard 200 в 2020 году. Во время перерыва в деятельности группы Тэхён выпустил ряд сольных проектов. В прошлом году он выпустил модернизированную версию песни White Christmas, добавив свой голос к голосу покойного Бинга Кросби. Вскоре после этого он выпустил совместную работу с Пак Хё Шином под названием Winter Ahead. Чонгук кушает крошечно. Машинные селфи Чонгука. Почему он берет ее так, словно держится за руку? Глядя на эти фото, мне хочется извиниться. Второе место. Это так интимно. Какие аргументы слова еще нужны? А теперь вспомните, как Чонгук в компании Хосока смотрел Хваран и начал подпевать «Ост к Дораме», пока Тэхён сопел недалеко на диване. Первое место. Эти маленькие детали Вигу говорят о многом.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.